Города, раскинутые от Новой Англии до Чикаго, были сердцем индустриальной США. В середине XX века их называли «железным поясом». Здесь добывали уголь, производили сталь, собирали машины. К началу нового столетия ситуация изменилась кардинально. Теперь это глухой край остановившихся заводов и исчезающих городов. Репастерс показывает, как железный пояс превратился в ржавый. Жизнь на отшибе некоторых крупных агломераций США, вроде Нью-Йорка, застыла в уродливой социалистической карикатуре на капитализм. О некогда великом индустриальном прошлом напоминают только брошенные заводы, покосившиеся дома и пустые улицы. Оценить удручающую картину могут немногие. Из Ниагары-Фоллс, Детройта, Кливленда уехало до половины жителей. 40 других индустриальных городов потеряли не менее 20% населения. Все эти маленькие и не очень города разделяют общую судьбу, росли вместе с промышленностью, вслед за ней же и исчезли. Что неудивительно, более половины рабочих мест в промышленности середины XX века приходились на железный пояс. Депопуляция сельской местности и устаревших промышленных центров – главная тенденция внутренней миграции в США. Великие равнины потеряли 60% населения с последние 115 лет. Люди стремятся к финансовым центрам на западном и восточном побережьях. Последнее время насчет промышленности США существует два мнения, одинаково неутешительные для ржавого пояса. Сторонники первой точки зрения говорят про исчезновение заводских рабочих в США как класса. Часть работ дешевле выполнять в Юго-Восточной Азии, другую часть — на автоматизированных производствах. По второй версии, компании стремятся перенести производство из когда-то гигантского промышленного центра на юг, поближе к слабым профсоюзам и дешевой рабочей силе. Наблюдатели сходятся на том, что низкая конкуренция внутри страны привела к снижению эффективности труда и устареванию технологий, а выход иностранных компаний на рынок добил американскую тяжелую индустрию окончательно. Последние исследования показывают, что если бы Конгресс не лоббировал протекционистские законы в 70-х, то промышленность находилась бы куда в меньшем упадке. Одна из трагедий для Америки состоит в том, что вместе с индустрией исчез плавильный социальный котел, дающий шанс бедным стать средним классом. В результате тот же Детройт превращается в этническое гетто, которое в будущем может только расширяться и воспроизводить само себя. В общественном сознании информационная эра началась с появлением интернета. На самом же деле начало было положено деиндустриализации развитых стран, сопряженной с освобождением огромного количества рабочих от физического труда. Не все смогли приспособиться к новым реалиям, поэтому города-призраки могут считаться обратной стороной экономики сферы услуг. Рабочая солидарность помогает местным рабочим, даже после развала предприятий, не терять связь друг с другом. Ниже избранные из группы Facebook, где состоят сотрудники Borg Warner, штат Индиана. Мой отец работал на этой фабрике больше 25 лет. Владельцам завода должно быть стыдно от того, что в 2014 году он не смог воспользоваться своей честно заработанной медицинской страховкой, потому что предприятие закрыто. Для меня это напоминание, как быстро президент может разрушить твой мир росчерком пера. 20 лет назад, получив одну из этих работ, не было нужды беспокоиться о счетах за дом. Не надо было переживать о том, сможешь ли ты накормить своих детей. 20 лет назад завод давал билет в обеспеченную жизнь, но эти времена прошли. Если вы оглядитесь вокруг, то увидите множество молодых и безработных людей. Им некуда податься. Что им остается, кроме кривой дорожки? Они так сажают. У нас самый высокий показатель уголовных преступлений, чем в любой другой развитой экономике. Морион всегда был суровым городом. Без заводов стало только хуже, разумеется. Недовольство граждан не остается незамеченным. На волне интереса к проблеме заброшенных городов известность приобрел Джон Феттерман, мэр города Брэдок, Пенсильвания. В его городе к 2012 году сохранилось лишь 2 парикмахерские и ни одного ресторана, универмага, банка, мебельного или автомобильного магазина. Для схожести с уездным городом Н не хватает только отделения ЗАГСа. Для борьбы с рекордной нищетой и безработицей он предложил заселить брошенные города креативным классом, потому что для небогатых молодых людей Брэдок подойдет из-за дешевой недвижимости, а для стартапов он привлекателен потенциальной поддержкой государства. По всей видимости, креативность — обязательное условие, иначе безработная молодежь из рабочих городов начинает торговать, наниматься прочими видами криминала. В следующем году Феттерман выдвигается в Конгресс.
Неизвестно, насколько успешно пройдет его кампания, потому что крупнейшие СМИ потеряли интерес к ржавому поясу еще пару лет назад. Новости об инвестициях, целевых программах заселения, реанимации местных производств появляются в американских СМИ хоть и регулярно, но редко. Такие корпорации, как US Steel, продолжают оптимизировать портфель активов, закрывая местные производства. На фоне заявлений корпоративных пиарщиков для прессы историк из Индианы Джеймс Лейн делится грустным наблюдением. У нас процветают только стриптиз-клубы и забегаловки для дальнобойщиков. В прошлом автомобильная столица Соединенных Штатов и даже мира. Этот город не пережил кризис американской автоиндустрии и нефтяной кризис второй половины XX века. Тогда множество предприятий закрылись, а городские жители покинули свои жилища и переехали. В городе остались только безработные, низкооплачиваемые рабочие, а также чернокожее население. В Детройте процветала бедность и преступность, а в 2013 году город и вовсе был объявлен банкротом. Сейчас город медленно возрождается и отстраивается заново. Атман. Этот город расположен в пустынях Аризоны около знаменитой трассы 66. Атман носит устрашающее прозвище «Город-призрак». В свои лучшие годы, с начала 1900-х и до 1940-х, город считался одним из крупнейших населенных пунктов штата и главным по добыче и обработке золота. Но, как это обычно бывает, золотая лихорадка постепенно сходила на нет, а вместе с ней пришел в упадок и Атман. Жители и рабочие навсегда покинули город, остались только заброшенные шахты и ветер, который гонял песок по пустынным улицам. Сейчас город получил новую жизнь благодаря туристам. Открылись магазинчики, кафе и даже гостиница. Но постоянно там не живет никто. Новый Орлеан. В августе 2005 года на Новый Орлеан обрушился ураган Катрина, самое разрушительное стихийное бедствие за всю историю США. Рано утром дамбы, окружавшие город, были разрушены под напором воды, весь массив которой обрушился на ничего не подозревающих жителей. Под водой оказалось 2/3 площади города, а домов лишились приблизительно 700 тысяч человек. Все силы властей были направлены на восстановление города, поэтому в Новом Орлеане взлетел уровень преступности, а вместе с ним уровень смертности и оттока населения. Сегодня город практически вернулся к прежней жизни, но о страшной трагедии напоминают полуразрушенные дома около дамб и заброшенный парк аттракционов. Централия. История этого города покрыта мантией загадочности и мистики. Находится Централия в американском штате Пенсильвания. Долгое время город процветал за счет обширной добычи угля из многочисленных шахт. В 1962 году пожарные приступили к очистке подземной мусорной свалки с помощью огня, и случилось страшное — огонь перекинулся на залежи угля. Жители долгое время не осознавали масштаб проблемы, пока под буквально разверзшуюся землю не провалился маленький мальчик. Властями было принято решение эвакуировать весь город навсегда. Все верно, этот город является прототипом серии фильмов и игр про Silent Hill. Здесь стоит церковь, очень похожая на ту, где прятались грешники, а трещин в земле Земли до сих пор идет дым. Половина населения Земли живет в городах, которые занимают около 1% поверхности нашей планеты. Эти цифры знакомы многим. Но вот о сокращении городов говорят не так много, как стоило бы. Пугающе красивые фотографии заброшенного Детройта, когда-то 4-го по величине города США, даже спровоцировали новый вид туризма — наблюдение за умирающим городом. В том, почему так происходит, попытались разобраться теории и практики. Города-неудачники. Статьи по урбанистике принято начинать с трагических цифр. Половина населения, 59%, Земли живет в городах, которые занимают около 1% поверхности нашей планеты. 50 новых человек приезжают в города каждый день, а это значит, что каждому городу понадобится 50 новых рабочих мест, спальных мест, обедов, ужинов. На фоне 50 дополнительных ужинов небольшое сокращение соседнего города, откуда часть этих людей приехала, не выглядит таким пугающим. О сокращении городов вообще говорят не так много, как стоило бы. Здравый смысл подсказывает, что раз одни города приобретают население, то другие его теряют. В глобализационной гонке, точь-в-точь как в жизни, кто-то выигрывает, остальные проигрывают. Что мы знаем о проигравших? Мы знаем, что так называемых бум-городов значительно меньше, чем их неудачливых собратьев. Более 370 городов с населением, превышающим 100 тысяч человек,
потеряли свыше 10% своего населения за последние 50 лет. Четверть пустеющих городов расположена в США, в основном на Среднем Востоке. Детройт потерял больше всех. С 1950-х население сократилось на 61,4%. Процветающий мегаполис превратился в город-призрак. Целые кварталы опустели, предприятия теперь заброшены. История известна и печальна, зажиточный, но в целом довольно ординарный американский городок на фоне автомобильного бума 20-х переживает свой расцвет и к 30-м полностью перестраивается, до того масштабно, что количество небоскребов соперничает с Нью-Йорком и Новым Орлеаном. Упадок происходит так же стремительно, как и расцвет. Еще в 1960-е город производит впечатление в целом благоприятного города с еле заметными признаками будущих финансовых неурядиц. А уже в 1970-х город почти опустел. Что послужило причиной таких изменений? Традиционно принято винить крах автомобильной промышленности. В начале века Детройт привлек сотни тысяч мигрантов, предоставив им рабочие места. Потом была война, потом война закончилась. Технологии двинулись дальше, произошел переход к автоматизированному производству, и спрос на неквалифицированную рабочую силу сократился. Тысячи и тысячи рабочих остались неудел. Индустриальное развитие и связанное с ним сокращение рабочих мест проходило на фоне острых конфликтов между белыми и черными. Детройт был городом, опасным для проживания, что не могло не способствовать оттоку населения. Еще одним фактором была тотальная ориентация на индустриальную культуру. В городе не было ни крупного университета, ни художественной галереи. Здесь же стоит упомянуть об отсутствии культурной преемственности. Из-за бесконечных перестроек Детройта о сохранении исторических зданий даже не задумывались. Жилые площади расчищались, чтобы построить стоянки, памятники архитектуры сносились ради офисов. А если какие-то здания сохранялись, то только потому, что не хватало средств на снос. Все заброшенные города похожи друг на друга, а все процветающие красивы по-своему. Как некогда Детройт, это были успешные города с развитой инфраструктурой, которые население покинуло по тем или иным причинам. И если раньше эти города приносили доход, то теперь представляют собой серьезную экономическую проблему. Чем больше людей уезжает, тем дороже становится жить оставшимся. Основные причины этого связаны с городской инфраструктурой. Несмотря на то, что население сократилось, она осталась неизменной. Из этого следует простая математика. Инфраструктура осталась та же, следовательно, затраты на нее остались те же, но население сократилось, и это значит, что расход на душу населения увеличился. Следующее соображение связано с плотностью населения. Чем больше заселен его город, тем плотнее население, тем дешевле различные муниципальные услуги. Грубо говоря, сокращается длина водопроводной трубы. Города редеют, население рассредотачивается, водопроводная труба удлиняется. Жилье резко дорожает, что становится еще одной причиной покинуть город. Решение пока не найдено. Одно из предложений — искусственное повышение плотности населения с уничтожением избыточной инфраструктуры — представляется многим более чем спорным решением.